синдрома Шармана тоже скажу, почему так опасно, почему среди наших женщин сейчас появляется так много вот этих синдромов Ашермана. Что такое синдром Ашермана? Его писал первый Ашерман. Это когда повреждает не просто эндометрий, а вот этот базальный слой, с которого он нарастает. То есть есть функциональный слой, функциональный, значит, он отслаивается во время месячных, а есть базальный, с которого нарастает. И на самом деле эндометрий очень тонкий, он как бы однослойный, просто он образует вот эти железы и как бы выглядит как дерево под конец менструального цикла. Но на самом деле он тонкий, его легко повредить. Поэтому никакие вливания, орошение матки, а просто проверить, полазить в этой матке, этого мы не делаем, потому что это вредительство. Вот сегодня я написала, можно мне там какие-то радоновые и прочее. Радон — это, кстати, радиоактивное вещество. Какие еще радоновые ванночки, физиопроцедуры и прочее? Ну, попала на мошенника и все. Мошенник тянет деньги. То есть не надо этого всего. Эндометрий растет от чего? От овуляции. Если он целый, здоровый, он будет расти. Но если перед этим женщина сделала несколько выскабливаний, гистероскопии и так дальше, то может быть вот этот синдром Ашермана. Синдром Ашермана — это повреждение как раз базального слоя эндометрия. Менструации становятся очень скудными. Иногда пропадает полностью, опять же начинает пугать менопаузы, недостаточно яичек и так далее, хотя все гормоны в норме, потому что яичники работают хорошо, это эндометрий не работает, его там нет. Это то же самое, что вот отрезать пальцы, а потом сказать, давайте мы как-то их нарастим. Ну пальцы-то отрезали, а как вы нарастите отрезанные пальцы? Поэтому, когда начинают вот это, будем все вычищать, а потом будем наращивать, это грубая ошибка. Значит, при синдроме Ашермана возникают также вот эти спайки, синехи. Опять же, самое интересное, гистероскопия, да, является методом удаления спайк, но после нее возникают новые спайки, потому что инвазивная процедура, идет повреждение эндометрия. Поэтому есть определенные профилактические меры. То есть после удаления спайк могут ввести специальный такой надувной шарик, ну не шарик, а баллон, я не знаю, как это, ну шарик в принципе. Специальные приспособления, в крайнем случае могут спираль внести. Плюс назначают, чтобы не слиплись эти стеночки. Плюс назначают на месяц, даже на 3 месяца вот эти гормональные контрацептивы. Почему? Чтобы эндометрий нарастал равномерно. Потому что на своих циклах эндометрий может быть неравномерно, это нормально. Но вот на гормональных циклах, то есть на гормонах, эндометрий будет равномерно расти. Потому что там один уровень гормона. Не так, как в циклах, понимаете? Получается, что это вот. Но после того, как это завершили, 3 месяца, там, например, максимум прошло, чем быстрее забеременеешь женщина, тем лучше. То есть подход вот такой. Потому что спайки опять возникают. Опять будем чистить, опять будем что-то там делать. Нет, мы должны быть более агрессивными там, где мы должны быть, но не забирать у женщины время для планирования. И в то же время мы не должны перегибать палку и запрещать женщине беременеть, потому что а вот это еще, а вот это еще, вот это еще. А годики идут, а тут смотришь 38-39 лет, оба-на, а что дальше делать? И уже яичники поотрезали, то и то.